Теперь закрываем. Вывязываем одну воздушную. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 осталось. Теперь беру практически в той же тональности, но другой цвет. Это у меня светлая фиалка. Оставляем хвост, чтобы можно было потом заправить в обвязку. Заходим в следующий столбик. И через эту петлю протягиваем. Так, нитки подтянули. Здесь перекрутили. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь будем заходить в изнаночные ряды. Вот в эти места. Только не вниз, а повыше. Семь. 8. Почему я под петли не захожу? Потому что вытянется, дырка будет. Здесь нечетко попало. Так, 1, 2, 3, 4, 8. 9. То есть вводим крючок и немного вперед его продвигаем. И здесь под эту петлю в изнаночный ряд. И вот. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь смотрим. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам нужно зайти вот в этот, под этот столбик. И протянуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нитки перекручиваем. И опять набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Когда будете первый ряд набирать, смотрите, чтобы у вас петли были ровными на одном уровне.
11, 12, и заходим под следующий столбик. И протягиваем 1, 2, 3, 4, 5. Вот, и так вы вяжете и соединяете. Значит, провяжите в общей сложности 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. А шестой ряд я вам покажу. Ну вот, провязала я 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И это шестой ряд. Набрала 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С этой стороны все время перекручивала. Нитку можно подтянуть. Дальше что делаем? Как я говорила, не под эту петлю заходим, а вот смотрите, вот тут перемычка есть. Вот, вот она видна. Вот под нее. Соединяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ни другого цвета подтянули. Укладываем, как при жаккарде. И провязываем одну воздушку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петлю заходим, но другим цветом. И протягиваем. Все, теперь у нас эта нить за работой. И опять набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И заходим в изнаночные ряды. Прям под петлей. 7. Вводим чуть-чуть левее. Вот туда. 8. 9. 10. 11. Теперь эту петлю немного поднять и вот туда вверх.
12. 12. И чтобы не ошибиться, давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, значит, с этим столбиком мы и должны соединить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И нитки перекручиваем. Вот так и вяжем. Вверх. То есть у вас должно получиться тоже столько же прямоугольников. Будет 3 голубых, или какой у вас там цвета будет, 1, 2, 3. И 3 будет этих, 1, 2, 3. И так вяжем. Ну вот, довязала я вторую полоску. Вот 1, 2, 3. И сиреневым цветом тоже. 1, 2, 3. Нитки здесь, по идее, обрезаются. Вот это все обрезается. Ну, я обрезать не стала, потому что, как я уже говорила, я эту пряжу буду еще использовать. И вот здесь закрыла. Точно так же, как и здесь в конце. Теперь переходим опять к самому началу и будем вывязывать вот первоначальным цветом вот здесь прямоугольник. Значит, разворачиваем к себе таким образом и набираем петли. Так, причем не забывайте, что у нас здесь, по идее, столбик 12. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это 12. Нитку тоже оставьте, чтобы можно было заправить хвост. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И набираем петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И поскольку здесь у нас столбик, значит, вот сюда мы должны прикрепиться. И протянуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. И опять вы набираете петли и прикрепляетесь к столбикам. Значит, всего вы свяжите 1, 2, 3, 4, 5 рядов, а 6-й ряд я вам покажу, как прикрепляться. Связала я 1, 2, 3, 4, 5 и набрала петли для 6-го ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 петель. Вот последний 6-й столбик. Смотрите, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5. И вот этот 6-й. Мы к нему будем крепиться. Крепимся к нему. И вот сюда в изнаночный ряд. И через 2 петли протягиваем. Затем заходим в следующий изнаночный ряд. И через 2 петли протягиваем. Вот 1, 2 столбика уже соединили. Следующий. Так. И опять через 2 петли протягиваем. Следующий. И через 2 петли. Один, два, три, четыре, 5. И еще один нам нужно соединить. Тоже в изнаночный ряд. И через 2 петли. Вот мы его соединили. И дальше просто закрываем. И будем вязать теперь вот такой цвет. Значит, мы закрываем до конца. Берем нить второго цвета первой полосы и набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
То есть мы набираем ровно половину, как и здесь набирали. Так, это будет 2, 3, 4, 5, 6. Нитки перекручиваем в первом ряду, в лицевом, помните, наверное. Семь, 8, 9, 10, 11, 12. И вот здесь столбик у нас. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы закончили. И дальше 1, 2, 3, 4, 5. И шестой здесь был. Что мы делаем? Берем эту под петлю. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Как я говорила, я перекручиваю в изнаночных рядах. 7, 8, 9, 10, 11, 12. И опять набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь я в лицевых рядах не перекручиваю. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь заходим за столбик. И протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот теперь я перекручу. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот. И так вы вяжете и соединяете. Значит, провяжите 1, 2, 3, 4, 5. Шестой я вам покажу соединение. Ну вот, провязала я 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Вяжу последний шестой ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В последнем ряду в лицевом я перекручиваю. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Заходим в последний тунисский столбик и в изнаночный ряд.
И через 2 петли протягиваем. Раз. Следующий изнаночный. Опять 2 петли вместе протягиваем. 2. Две петли вместе. 3. 2 вместе. 4. 2 вместе. 5. 2 вместе. 6. В принципе, мы вот здесь соединяли точно так же, как и здесь. И теперь укладываем. Кстати, подтяните, проверьте натяжение. И тянем эту нитку. Здесь тоже проверьте. И теперь уже этой ниткой набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять вяжем вот такой прямоугольник. Потом повторяется вторая часть. И так вы их меняете, если, конечно, кто-то захочет. Когда закончите, сейчас я еще один провяжу прямоугольник, покажу, кто захочет закрыть треугольниками. А если вы захотите закрыть здесь, внизу, вот можно тоже связать треугольник ровно до половины. В общем, немножко вам стоит поразмыслить, подумать самим. Тут ничего сложного нет. Здесь вот тоже будет треугольник. Ну, не буду забегать вперед. Сейчас я еще один провяжу и буду вам показывать. Ну вот, провязала я еще один прямоугольник. И для тех, кто захочет, кто вяжет, я вам покажу, как связать вот сюда треугольники. Так, смотрим. Между этим и этим цветами у нас идет темно-сиреневый. Значит, сюда будет треугольник такого цвета. Так, набор начинаем из-под петли. 1. Дальше вводим крючок в изнаночный ряд. 2. 3. 4. 5. 6. И вот сюда, вот эту немножко приподнимите петлю, полупетлю, и вот сюда. 7. Провязываем один ряд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. И вывязываем одну воздушную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И цепляемся вот за этот тунисский столбик. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе. 6. Воздушку не делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующий заходим и протягиваем. 1, 2, 3, 4, 2 вместе, 5, делаем воздушную. То есть, когда нечетное количество столбиков, делаем воздушную петлю. 1, 2, 3, это у меня маркер скоблит, 4, 5, соединяем. 1, 2, 3, 2 вместе, 4. Воздушку не вывязываем. Так, здесь она затянется. 1, 2, 3, 4. Соединяем. 1, 2, 2 вместе, 3, значит 1 воздушная. 1, 2, 3, соединяем. 1, 2, воздушную не делаем. 1, 2, последний тунисский столбик, 1 и 1 воздушная. Так. И вот такой ровный треугольник, нигде ничего не тянет. Вот, значит, между этим цветом и этим сиреневый треугольник. А между светлым и темным должен быть вот такой треугольник этого цвета. Значит, этим цветом мы будем вывязывать здесь. Вот смотрите, считаем количество петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Столько же петель, сколько мы вязали столбиков. 12. Значит, берем нить другого цвета, перекручиваем. И вот сюда под петлю вывязываем вот так 1, а затем в изнаночный ряд
2, 3, 4, 5, 6 и вот сюда 7. И опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эту нитку, вот этот цвет нужно будет к следующему треугольнику протянуть. Значит, мы что делаем? Вот так перекручиваем и добавляем воздушку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И смотрим здесь 1, 2, 3, 4, 5. Вот он, 6. Протягиваем 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе. 6. И нитку перекручиваем. И вяжем точно так же треугольник, как и здесь. И у вас край пойдет ровным. В этом месте вы подумайте самостоятельно, как вам выровнять, что здесь получается. Просто немного помыслите. Здесь то же самое. Смотрите, здесь будет у вас что? Треугольник. Определите, какого цвета. И получится уголок маленький. Вот здесь выровнять можно. Здесь можно. Все можно сделать. Просто самостоятельно немного подумайте. Вот, в принципе-то, и все. Ну и теперь я вам немножко покажу обвязку. Ну, давайте я вам покажу несколько вариантов обвязки. Вот здесь я закончила. Ну, может быть, вы выровняете вот треугольником, вот так будет у вас прямо. Ну, я вам покажу, как можно по уголкам здесь. Значит, крючок я беру такой же 3,5 миллиметра. Пряжу возьму совсем другого цвета, чтобы видно было. Ну, вы там определитесь, каким цветом вам обвязывать. Так, делаем одну воздушную обязательно. И теперь вот сюда заходим и провязываем соединительные петли. Петлю протягивайте через крючок. Вот как я вам показывала штангель-циркулем, что размер бородки и вот здесь одинаковый.
Теперь, чтобы нам сделать угол, повернулись. И смотрите, кому как удобно. Можно вот за изнаночный ряд цепляться. Вы немного провяжите. Своего рода образец. Вот здесь на уголках внимательно. Нам надо сделать угол. Еще один раз. И поворачиваемся. Вот, чтобы уголок был. Некоторые вот так раз и оставляют. Надо протянуть. И у вас тогда петли все ровные будут. Здесь я немножко напортачила. Вот. Ну, дальше я вязать не буду. Я вам вот на этом кусочке покажу. Вывязываем воздушную, поворачиваемся. И дальше вот берем эту полупетлю и напротив. Доходим до уголка. Один, два, три. Доходим до внутреннего угла. Вытягиваем. Теперь в уголок вытягиваем. И берем следующую полупетлю и напротив. И все провязываем вместе. Сейчас дальше провяжу. Вот таким образом. То есть на внешнем уголке мы провязываем 1, 2, 3, а внутренний уголок мы 3 провязываем вместе. И будет вот такой поворот.
Вот так можно обвязать, и получится как бы тесьма. Я вот так обвязывала. Так, еще как можно обвязать. Значит, петля у нас одна есть. Вывязываем одну воздушную. Дальше заходим либо под эту петлю, либо между изнаночными рядами. Вы посмотрите, кому как понравится. Ну, давайте вот под петли зайдем. Вытянули петлю. Крючок перекручиваем и провязываем. Опять под петлю вытянули, перекрутили и провязали. Вытянули, перекрутили крючок и провязали. Это рачий шаг, только мы обычно как вяжем? По изнаночной стороне. А это мы его вяжем по лицевой. И так очень даже и удобно. Ну, в общем, тренируйтесь, смотрите, кому что понравится. Так, и еще один вид покажу. Можно рельефными столбиками вязать, обвязывать. Так, один к одному, допустим. Один вогнутый, один выпуклый. Только не забывайте, что это у вас получится резинка, и она может стягивать полотно. Поэтому потренируйтесь, посмотрите. В общем, вариантов обвязки много, так что вы тренируйтесь, свяжите небольшой образец, хотя бы, допустим, два одного цвета, два другого. Вот, и на этой части потренируйтесь. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.